Привет! В этом видео вы узнаете, как, имея аутоному в Испании, можно вернуть полную сумму взносов в Seguridad Social, уплаченных за первый год ведения деятельности. Меня зовут Сергей, я веду канал Испанева, где подробно рассказываю, как самостоятельно вести аутонома, как подавать налоговые декларации, как их считать, как вести бухгалтерию. Все нюансы вы можете узнать в моем телеграм-канале. Ам, Если же вы по какой-то причине не готовы разбираться в тонкостях испанского налогового законодательства, хотите доверить свою бухгалтерию профессионалу, смело обращайтесь ко мне. Все ссылки на канал, на полное руководство по аутонома, а также на способы связи вы найдете под этим видео. Итак, думаю, что ни для кого не секрет, что в первый год ведения деятельности как аутонома здесь, в Испании, вы можете применять специальную квота редусида или тарифа плана. Это специальная плоская шкала взносов в Seguridad Social, которая равна примерно 85-90 евро в месяц. Однако мало кто знает, что, собственно, и эту сумму по истечении 12 месяцев можно вернуть. Это зависит от коммунидада, в котором вы работаете. И на момент записи этого видео таких коммунидадов 10. А, Сама по себе эта возможность является субсидией регионального уровня, поэтому процедура подачи может отличаться. В этом видео мы посмотрим, как податься на квота Серо в коммунидаде Мадрид. Вся процедура достаточно простая, но не без нюансов, поэтому давайте посмотрим немножко подробнее, как это делается. Итак, перейдем на страницу подачи. Это официальная страница Комендата Мадрид, где можно податься на субсидию тарифа СЭРО. Ознакомимся с требованиями к заявителю. Они находятся чуть ниже, requisitos. И мы видим, что здесь к нам относятся не все пункты. Во-первых, это те аутономы, которые 12 месяцев с начала деятельности платили льготную ставку социального страхования. Также необходимо выполнять свои обязательства перед налоговой и социальным обеспечением. Также необходимо быть зарегистрированным в коммунидаде Мадрид. Это должно быть явно указано на странице 4b в вашей модели 036-037. Также вы должны удовлетворять всем требованиям по уже полученным субсидиям, если вы такие получали. И, что немаловажно, подать заявку в течение 3 месяцев с момента окончания вот этого льготного 12-месячного периода. Далее, давайте посмотрим, что необходимо по документам, которые от нас хотят увидеть. Это, естественно, заявка и некоторые дополнительные документы. Документы, подтверждающие взносы в Seguridad Social за эти 12 месяцев, это то, что к нам относится, и модела 036 или 037 о регистрации экономической деятельности. Остальные документы, например, как номер НИИ, там остальные сертификаты, администрация запросит самостоятельно, нужно ее только для этого авторизовать. Отдельно стоит сказать о сроках предоставления этой субсидии. Тут у нас есть отдельно пункт plazos y efectos del silencio administrativo. Что такое silencio administrativo? Думаю, многие из вас сталкивались с этим понятием, например, при подаче на резиденцию, когда в случае, если вашу заявку не успевают рассмотреть в указанный срок, то она считается автоматически одобренной. Такой тип называется silencio administrativo positivo. В данной процедуре применяется обратный тип, silencio administrativo negativo. А значит, если по какой-либо причине вашу заявку не смогут рассмотреть в течение 6 месяцев, то она считается автоматически отклоненной. И тут есть две новости. Хорошее заключается в том, что администрация заверила меня в том, что в данной процедуре они не применяют silencio административа. Плохая новость, что причина, по которой они не применяют эту возможность, в том, что обычно рассмотрение заявки занимает от 9 месяцев до года. Это связано с тем, что у муниципалитета просто нет денег, и заявки одобряются по мере поступления средств в бюджет. Теперь давайте подготовим необходимые документы для подачи. Первое, что нужно сказать, что помимо этих документов у вас должна быть установлена программа «Автофирма». Здесь можно скачать ее для вашей операционной системы, вашей архитектуры процессора.
И должен быть, естественно, установлен сертификат электронной подписи. Это все потребуется для того, чтобы подать эту заявку и подписать все документы. Далее нам нужны будут документ о взносах в социальное страхование с 12 месяцев с начала деятельности и модель 036-037, которую вы подавали при регистрации деятельности. Для получения информации о взносах можно перейти вот на эту страницу для запроса документов, пролистать немного вниз и нажать Obtener Accesso. Здесь потребуется идентификация. Я выбираю электронный сертификат. И попадаем на страницу, где можно запросить необходимый документ. Здесь в списке Ejercicio Económico выбираем год, в котором вы регистрируетесь, например, 2023, нажимаем Continuar и попадаем на страницу с результатами взносов в Seguridad Social за 2023 год. Видно, что мы применяли квота редусида, и теперь нам нужно получить PDF, нажимаем Imprimir. На этой странице нажимаем на ссылку Inform для того, чтобы получить PDF-документ. Полученный документ сохраняем в отдельную папку. Называем его, например, как документ за 2023 год. Сохраняем. В случае, если вы регистрируете деятельность не с января, этот документ не покрывает 12 месяцев, нужно проделать все то же самое для второго года, чтобы документ содержал, чтобы в сумме два документа содержали 12 месяцев взносов по квотному тарифу в Seguridad Social. Что касается модели 036, если у вас нет ее под рукой, то вы всегда можете ее найти в личном кабинете налоговой. Для этого нужно перейти на сайт, авторизоваться в своей Area Personal, нажать Mis Expedientes и далее выбрать один из способов. Я всегда выбираю электронный сертификат. Поехали. Теперь нажимаем Confirmar, попадаем в раздел с нашими процедурами, да, с нашими заявками. И здесь есть отдельная ссылка Consultar Declaraciones Presentadas. Нажимаем ее. И попадаем в специальный поисковик всех поданных деклараций, моделей и так далее. Здесь мы выбираем поиск 036 модела, это модель Essential, и выбираем год, за который нам нужна эта модель. Вам нужен год, когда вы регистрировали свою деятельность, например, 23-й. После этого нажимаем Buscar. Получаем строку с результатом. Это как раз должна быть та модель, которую вы подавали при регистрации. Для того, чтобы получить PDF с сертификатом о регистрации, нам достаточно нажать вверх в колонке «Obtención de justificante». Иногда ничего не происходит. Это значит, что вам нужно разрешить в вашем браузере всплывающие окна, и тогда нажать. Вы попадете на страницу, где можно будет скачать указанную модель. Для этого, если скачать отсюда не получается, можно нажать Ver Pantalla Completa и точно так же сохранить этот документ в ту же самую папку, куда и сохраняли остальные документы для подачи. Отлично. Теперь мы подготовили все документы и готовы подать заявку. Нажимаем на странице Tramitar, Комплементар. Здесь быстро проходим капчу и нажимаем «Заполнить формуляр». Переходим на основную страницу подачи. Здесь нам нужно указать, что мы подаем эту форму самостоятельно, не в качестве представителя, а выбрать наш номер НИИ. Ну, я возьму какой-нибудь НИИ с потолка. Дальше имя. Также email. Также можно указать пол, дату рождения. Почему-то не дает выбрать. Нет, дает, но нужно постараться. Например, 1990, там указываете вашу дату. Далее, здесь написано, что вам также нужно зарегистрироваться в системе нотификаций.
Комунидада Мадрид, поэтому переходим, если вы еще не зарегистрированы, переходим по этой ссылке, здесь проходим регистрацию и с тем же самым мейлом возвращаемся сюда, отмечаем подтверждение и переходим на следующую страницу. Так как мы вели свою деятельность как автонома на режиме RETA, выбираем этот пункт. И здесь также выбираем пункт о том, что мы подаем на субсидию, так как первые 12 месяцев у нас была квота редусида. Переходим на следующую страницу. Здесь отмечаем, что мы будем прикладывать документ о том, что на протяжении 12 месяцев платили в Seguridade Social, квота редусида, и модела 036-037. Далее, здесь мы также говорим о том, что мы авторизуем администрацию для того, чтобы она сама запросила все вот эти данные. И авторизуем ее для того, чтобы администрация сама запросила сертификат из налоговой о том, что у вас все хорошо, нет задолженности, и вы действительно зарегистрированы там и ведете экономическую деятельность. Переходим на следующую страницу. Здесь указываем номер счета IBAN испанский, на который вы хотите, чтобы вам перечислили деньги по окончании процедуры. Указываем, что мы удовлетворяем всем требованиям по субсидиям, по тому, что мы зарегистрированы в агенции трибутарии. В этом пункте мы указываем отдельно, что мы не должны предоставлять план de previsión de registro laborales. Это к нам не относится. В основном это делают автономы, у которых есть работники. Если у вас работников нету, можете спокойно пропускать этот пункт, точнее указывать эту опцию. Далее очень важный пункт – это нужно указать, запрашивали ли вы ранее какие-то субсидии, и в том числе эту субсидию у Комунидада Мадрид. Если вы не запрашивали никаких субсидий, то, соответственно, ставим соответствующий пункт и переходим дальше. Если вы запрашивали, соответственно, указывайте какой-то из этих пунктов. В нашем случае мы не запрашивали, соответственно, выбираем его. Далее, нужно указать, запрашивали ли вы какие-то субсидии, которые называются минимис. Это отдельные субсидии, не на уровне коммунидада, это субсидии губерно, да, там общеевропейские. Если вы их также не запрашивали, у вас не получали никаких субсидий, также выбираем этот пункт и переходим к следующему разделу. Но я бы хотел остановиться на этом разделе отдельно, так как на примере субсидии Kit Digital. Это субсидия от правительства, по которой вы можете бесплатно получить компьютер и другие цифровые услуги на общую сумму до 3000 евро. Если работать как автонома в любом регионе. Это относится не только к Мадриду. Если вы еще не подавались на эту субсидию, то я ниже оставлю для вас ссылку на бот, который поможет вам бесплатно получить субсидию Kit Digital. Если вы уже получили эту субсидию или только подались на нее, вам нужно будет заполнить этот раздел и выбрать вот один из этих пунктов. Либо я еще уже подался, но не получил одобрение, либо я уже и подался, и получил одобрение. Так как субсидия Kit Digital относится к субсидиям минимис. Нам нужно внести информацию о полученной субсидии в этот раздел. Например, я получил субсидию, соответственно, я буду это указывать. Из-за технической проблемы вот этой формы на момент записи этого видео здесь должна появляться таблица, в которой вы можете указать все субсидии. Но она не появляется. Она появляется только если выбрать пункт, что я уже получал субсидии от Комунидада Мадрид, вот в этом окне. Тогда у нас появляются две таблицы, куда мы можем вносить данные. Поэтому мы сначала выбираем эту опцию, заносим сюда субсидию. Если мы говорим о субсидии Kit Digital, то организма публику мы должны указать Dirección General de Entidades Públicas Empresarias, это red.es, линия de Ayuda Kit Digital. Запрошенная субсидия, указывайте, сколько вы запросили, обычно это 3000 евро, сколько вам одобрили, также обычно это 3000 евро, и дату запроса, либо дату одобрения, если вам ее уже одобрили, да, ну, выбираем какую-то дату и нажимаем «Добавить». Вот, теперь делаем скриншот этого раздела
и сохраняем его для того, чтобы позже прикрепить к общим документам. Когда мы это сделали, мы можем вернуть обратно переключатель в этом разделе, потому что это верно. И здесь, как вы видите, таблица пропала. Именно поэтому мы сохраняем скриншот, чтобы потом его прикрепить к заявке. Возможно, когда вы будете подавать эту заявку на эту субсидию, здесь уже все будет работать, все будет хорошо. Тогда вам нужно будет просто вот в такой конфигурации пройти дальше. Отлично. Теперь ниже мы указываем дату альты врета в секуритацию CR, то есть когда мы регистрировали Autonomo, обычно она совпадает с той датой, которая у вас указана в модели 036. Ну, допустим, 24 год, январь. Также указываем название муниципалитета. В моем случае это муниципалитет город Мадрид. И указываем код ИАЕ, с которым мы регистрировались в налоговой. Если вы, например, оказываете услуги по разработке программного обеспечения, это код 763. Можем переходить на следующую страницу. На этой странице ничего менять не нужно, мы не можем здесь ничего редактировать, поэтому просто переходим дальше. Здесь также раздел Protection des Datos, можно просто почитать, если хотите, и перепрыгнуть на следующую страницу. На этой странице проходим капчу, и дальше можем либо скачать формулярию, это нам не нужно, либо отправить его в регистр. Что мы сделаем? Уже в регистр, при отправке в регистр мы сможем прикрепить все необходимые документы, которые мы готовили для подачи. И там же мы будем подписывать ее программой автофирма. Нажимаем, попадаем опять на страницу входа. Здесь выбираем электронный сертификат и попадаем на страницу с формой для подписания заявки. Нажимаем «Анядир» и выбираем документы, которые готовили на предыдущем шаге. Выбираем селекционар Archivos. Здесь у нас уже есть подготовленные документы. Это в нашем случае 2 файла с выписками об оплате соцстраха за 2023-2024 год. В зависимости от вашего стажа в соцстрахе могут другие формы. И модель 036. Также, если вы подавались на субсидию Kit Digital, прикрепляем скриншот с данными, заполненными на предыдущем шаге. Нажимаем Upload. Видим, что файлы прикрепились. Теперь нам достаточно нажать Subir Archivos. Файлы загрузятся, прикрепятся к нашей заявке. И теперь нам остается только нажать Firmar NVR для того, чтобы подписать нашу заявку со всеми приложенными файлами. Нажимаем. Подтверждаем, что у нас установлена автофирма. Нажимаем. После этого подтверждаем запуск. Автофирма запустится. После подтверждения мы получим результат и остается только нажать «Acceptar». Ждем еще несколько секунд и все готово. Деньги придут не раньше, чем через 6 месяцев. Сумма будет равна примерно 960 евро. Это равно 80 на 12. Те квоты, которые вы платили по льготному тарифу в Seguridad Social. Все необходимые ссылки я прикреплю под этим видео. Переходите по ним, подписывайтесь на канал. Если у вас есть какие-то вопросы, пишите в Telegram-чат. Там я всегда отвечаю на все вопросы подписчиков. И удачи с налогами. Всем пока.